Всем привет! Сегодня мы с вами вяжем вот такую вот замечательную, веселую, яркую курочку. Она используется как подвес, как украшение к Пасхе. В общем, применений может быть море. Веселая, красивая, замечательная, с вот такими шевелящимися лапками. Ну что, приступаем? Вяжем первый ряд. В кольцо амигуруми набираем 8 столбиков без накида. Стягиваем колечко, ставлю маркер и приступаем ко второму ряду. Во втором ряду мы делаем 8 прибавок. В конце ряда у нас будет 16 столбиков. Третий ряд. Вяжем столбик без накида, 1 прибавка. В конце ряда у нас 24 столбика. Четвертый ряд. Вяжем 3 столбика без накида, 1 прибавка. В конце ряда у нас будет 30 столбиков. Пятый ряд. Вяжем 4 столбика без накида, 1 прибавка. В конце ряда 36 столбиков. Шестой ряд. Вяжем 5 столбиков без накида, 1 прибавка. В конце ряда у нас 42 столбика. Можете делать ряды со смещением, если что, по прибавочкам. Я, в принципе, здесь этого не делаю. Седьмой ряд. Вяжем 6 столбиков без накида, 1 прибавка. В конце ряда 48 столбиков. Следующие 13 рядов с 8 по 20 мы будем вязать по 48 столбиков без накида. Связали 20 ряд, переходим к 21. Здесь мы убираем наш маркер и будем провязывать за обе стороны. То есть мы сложим пополам
и провязываем 12 столбиков без накида. Делаем воздушную петлю, чтобы легче сложить было. И провязываем. Одна, вторая сторона. И раз, два, три, так, провязали 12 столбиков. Получается, соединили. Это у нас получится тело. И здесь будем вывязывать шею. Дальше провязываем 24 столбика по кругу. Провязали по шее 24 столбика без накида. И теперь самое время нашу курочку набить холофайбером, потому что потом будет неудобно, когда уже выйдем на совсем шею и голову. Так, набиваем. Добавила холофайбер, у нас вот вырисовалось, смотрите, какое замечательное тело. И теперь мы будем вязать по кругу по 24 столбика без накида 5 рядов. Ставим маркер. И дальше мы будем вывязывать вот эту шейку. Все, и провязываем. В этом ничего сложного нет. И вы прекрасно справитесь с этим сами. Двадцать 29 ряд. Вяжем 2 столбика без накида, 1 убавка. В конце ряда у нас будет 18 столбиков. Выскальзывает, убегает курочка. Тридцатый ряд. Вяжем столбик без накида, 1 убавка. В конце ряда у нас 12 столбиков. Такая она. Не хочет на камеру сниматься. Ох и курочка. Так, и следующий
31 ряд. Мы будем делать 6 убавочек. И дальше стягивать колечко. Стягивать отверстие будем. Но обычно я делаю не 6 убавок, а делаю 5 убавок, причем последняя не столбиком, а полустолбиком. Вот 3. Вот 4. Не знаю, мне так кажется, аккуратнее получается. Кстати, не забудьте, что нам же еще холофайбер надо добавить. И все, я здесь сейчас протягиваю полностью. Так. Теперь дозабиваю и буду стягивать. Ниточку обрезаю. Все, добавляем холофайбер и стягиваем колечко. Все, убираем маркер. И вот мы начинаем стягивать колечко. Так, вот и все. Сейчас немножко ниточку запутываю. Ой, где-то убежала. Так. Вот такая основа у нас получилась. Вяжем гребешок. Набираем 7 воздушных петель. Во второй от крючка провязываем 3 столбика с накидом. В следующую провязываем столбик без накида. Дальше опять столбики, 3 столбика с накидом. Столбик без накида. Видите, у нас такая волна получается. И снова 3 столбика с накидом. И сюда соединительный столбик. Все, обрезаем ниточку так, чтобы оставили для пришивания. И теперь пришиваем наш гребешок. Видите, вот такой вот он. Пришиваем наш гребешок к курочке. И заканчиваем в последний. Провязываем последнюю петельку, провязываем столбик без накида и сюда же соединительный столбик. Все, закрываем вязание, оставляем ниточку для пришивания. Кстати, если вы умеете вязать тамбурным швом, то вы можете здесь провязать косичку из 7 петелек и вывязать прямо сразу уже вот такой вот хохолочек. Я делаю пришивной. И теперь мы пришиваем
наш хохолок. Смотрите уже сами. Ближе, дальше. Вот так я буду пришивать. Наш гребешок пришит. Теперь начинаем вязать клюв. Для этого в кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. Стягиваем колечко. И дальше 2 ряда провязываем по 6 столбиков без накида. И еще рядочек. Довязали 3-й ряд. Убираем вспомогательную ниточку. Делаем соединительный столбик. И обрезаем нитку так, чтобы можно было пришить. Вот он, наш клювик. Добавляем немножко холофайбера сюда. И пришиваем в курочке. И теперь приклеиваем глазки. С одной стороны и с другой. Вяжем самое маленькое перо хвоста. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. Стягиваем колечко. Вяжем 2-й ряд. Во 2-м ряду мы делаем столбик без накида, 1 прибавка. В конце ряда у нас получится 9 столбиков. Следующие 3 ряда, это 3, 4 и 5, мы вяжем по 9 столбиков без накида. 6-й ряд. Вяжем столбик без накида, 1 убавка. В конце ряда у нас будет 6 столбиков без накида. Убираем маркер, делаем соединительный столбик и обрезаем ниточку так, чтобы можно было пришить. Вот оно, самое маленькое наше перышко готово. Вяжем среднее перышко. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. Второй ряд.
Делаем столбик без накида, 1 прибавка. В конце ряда у нас 9 столбиков. Третий ряд. Вяжем 2 столбика без накида, 1 прибавка. В конце ряда у нас 12 столбиков. Следующие ряды с 4 по 7, 4 ряда, мы будем вязать по 12 столбиков без накида. Восьмой ряд. Вяжем 2 столбика без накида, 1 убавка. В конце ряда у нас будет 9 столбиков. В конце делаем соединительный столбик, убираем маркер, соединительный столбик и все, обрезаем ниточку так, чтобы ее пришить. Вот такое второе перышко. Вяжем третье, самое большое перышко. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. Стягиваем колечко. Как и в предыдущих перышках, мы делаем второй ряд. Вяжем столбик без накида, 1 прибавка. В конце ряда 9 столбиков. Третий ряд. Вяжем 2 столбика без накида, 1 прибавка. В конце ряда 12 столбиков. Четвертый ряд. Вяжем 3 столбика без накида, 1 прибавка. В конце ряда у нас 15 столбиков. Довязываем этот ряд и следующие 5 рядов с 5 по 9 мы будем вязать по 15 столбиков без накида. 10 ряд. Вяжем 3 столбика без накида, 1 убавка. В конце ряда у нас будет 12 столбиков. И дальше мы вяжем 11 ряд, 2 столбика без накида, 1 убавка. В конце ряда 9 столбиков. И считайте, наше перышко готово.
Все, в конце ряда будем вязать соединительный столбик и оставляем ниточку для пришивания.